Тачки учат дружбе и поддержке друг друга, и это авторы пытались нам показывать на протяжении всей франшизы мультфильма. Но на этом история Маккуина и его верного друга Мэтра не заканчивается. И скоро выйдет долгожданный лично для меня сериал Cars on the Road, что в переводе звучит как «Тачки на дороге». И сегодня покажу вам все подробности сериала, расскажу, каким может быть сюжет и стоит ли вообще его ждать. Добрый день, с вами я, Санчес, и сегодня покажу вам подробный разбор всей информации о новом мультсериале «Тачек». Поехали! Для начала хотел бы вам сказать, что если вы зритель с РФ, пожалуйста, перед началом видео включите VPN, это поможет поддержке моего канала. Вам глянуть небольшую рекламу в начале, мне хоть какой-то будет плюс. Спасибо. Я в восторге. С чего я хочу начать этот разбор мультсериала? На моем канале уже было несколько выпусков по сериалу «Тачки», и в целом я хочу сказать, что чего-то нового и кардинально другого я не скажу. Да, мы обсуждаем все тот же долгострой от Диснея, и все так же ждем хоть какой-то мини-тизер или трейлер, но уже просочились первые арты, подробности сюжета, и как не рассказать вам про все это. Поэтому давайте разберемся, что такое этот сериал и зачем он вообще нужен. Во-первых, после анонса мультсериала от самого Пит Доктора, который подарил миру мультфильмы по типу «Головоломка» или «Душа», меня вновь нахлынули чувства, что наступает что-то крутое. Последний проект по тачкам был небольшой мультсериал, который не оправдал моих ожиданий. Pixar Popcorn с неговорящими персонажами выдался весьма посредственным, если учесть, как много от него ждали фанаты. Но «Тачки на дороге» — это нечто другое. Во-первых, тут не будет, скорее всего, немых героев. Все действия, которые будут происходить, будут с обычной озвучкой, к которой мы с вами привыкли. Это мы можем судить из озвучки, что вновь за проект возьмется Оуэн Уилсон, Ларри Кабельщик и Индия Дюпре. Насчет этой актрисы я искал информацию о старой озвучке франшизе «Тачек» и не нашел. Если что, поправьте меня в комментариях, но скорее всего эта актриса будет озвучивать уже какого-то нового героя. Насчет каноничности. После тизера мультфильма многие гадали, а будет ли каноничным мультсериал, или это будет ответвление от франшизы «Тачек». Пока конкретно говорить об этом нельзя, но учитывая, что Пит Доктор принимал непосредственное участие в разработке первой части «Тачек», и еще сколько людей принимают сейчас участие в разработке мультсериала, которые были задействованы при разработке первой части «Тачек», если что, посмотрите прошлый выпуск по «Тачкам», учитывая первый слитый кадр, который демонстрирует нам все тех же оригинальных анимированных персонажей, наверняка мультсериал будет иметь каноничность а-ля байки Мэтра и будет лаконично смотреться с оригинальной трилогией мультфильма. Ну а теперь, когда мы разобрали детали, предлагаю вам глянуть на первые слитые изображения обложек книг по этому мультсериалу, где сразу станет понятно, про что будет новый мультсериал. В магазине Amazon появилась книжка с новой обложкой из сериала, которая демонстрирует нам Маккуина и Мэтра, можно сказать, в парке аттракционов. Мы видим за ними динозавра и надпись «Солончаковые сады». Описание книги гласит: «Собирай свои вещи и отправляйся в путешествие всей жизни вместе с Лайтнингом Маккуином и Мэтром. Следите за тем, как они находят проблемы и приключения в тематическом парке динозавров, ищут большую ногу в лесу, посещают цирк и участвуют в гонках по солончакам в этой веселой интерактивной настольной книге». Перевод может быть неточный, но основное описание вы поняли. Получается, все слухи, которые ходили до этого, что новый мультсериал будет посвящен парку аттракционов и развлечениями в цирке, не шутка. Если честно, меня это расстраивает, ибо, как вы помните, я ожидал сюжет, который будет непосредственно связан с шоссе 66. Я надеялся, что нам покажут приключения Мэтра и Молнии по всем популярным местам этого шоссе. Учитывая, что эта дорога является дорогой-матерью, можно сказать, основной дорогой Америки, и учитывая, что Джон Лассетер вдохновлялся культурой местных, создавая, так скажем, первую часть «Тачек», было бы очень кстати показать такой мультсериал и проявить долю уважения памяти этой культуры. Но, видимо, Дисней решили пойти по легкому пути и продемонстрировать сериальчик, основываясь на аттракционах. Скорее всего, данный мультсериал послужит своего рода рекламой для аттракционов Disney. Ну, конечно, если честно, меня это не особо радует, потому что я ожидал, что в мультсериале будет намного более глубокая история, чем просто банальный какой-то парк развлечений. Не хочу, конечно, заочно ругать еще не вышедший мультсериал, но если честно, мне кажется, что Disney пошли по легкому пути и могли показать намного интереснее сюжет. Но это еще не все, нам стала доступна и другая картинка, где также изображены новые арты с мультсериала. Точно так
также на Амазоне стала доступна новая книжка а-ля артбук с небольшими историями и 48 листов, посвященная новому проекту. И тут мы видим совершенно новых, еще не показанных до этого персонажей. Но сначала давайте ознакомимся с описанием. Pixar Cars возвращается на шоссе с совершенно новой историей, в которой рассказывается о Лайтнинге Маккуин с его лучшим другом Мэтром, отправляющихся в путешествие по стране. Эти эпизоды наполнены множеством забавных новых персонажей, творческих мест назначения, а также несколькими старыми друзьями, заглядывающими по пути. Но вот по этому описанию я уже могу предполагать, что все-таки у нас будет разные локации, а не какая-то одна. Возможно, парк аттракционов, который нам показывали, или парк развлечений, его по-разному трактуют. Это все также будет одна локация, так скажем, одного эпизода из всего сериала. И, возможно, все-таки Мэтр и Маккуин будут путешествовать по стране. Не знаю. Так, что мы видим на картинке? Во-первых, сразу же бросается в глаза Мэтр, который был на обложке Disney+, с реактивным каким-то задом, я не знаю, задний бампер и так далее. Скорее всего, Мэтр с военной какой-то базы украдет турбину или что-то типа того. Мне кажется, этому будет посвящена вся серия. Лично я сразу же вспоминаю серию на зоне 51 с НЛО, где Мэтр тоже там хулиганил. Далее мы видим слева как раз Маккуина, которого кусает огромный тираннозавр, механический. И как по прошлому описанию книги, мы уже можем догадаться, что скорее всего эта сцена будет в парке аттракционов, где нам покажут разного рода динозавров. Но скорее всего Мэтр с Маккуином, как обычно, отделятся от группы других зевак и сами каким-то образом попадут за пределы вольера динозавров. Но это лишь мои предположения. Прошу, кстати, заметить, как выполнен нос у динозавра, как капот старой машины. Стилизация вселенной тачек показывает, что все, включая горы, животных, насекомых и так далее, выполнено из деталей машин. И тут этому уделили такое же внимание. Это радует. А вот справа на обложке мы видим цирковое шоу. Оно мне лично напоминает выступление по прибытию в Порто-Корсо Маккуина к дядюшке Тополино. Во вторых тачках. Как вы видите, это цирковое выступление может быть как отдельной частью парка аттракционов, так и совершенно новая локация, которая будет совершенно в другом месте. С другими эпизодами серии. Но главным участником этого эпизода будет совершенно новый персонаж – Бигфут с большими колесами. Раньше такие шоу были очень популярны. Огромные машины с большими колесами месят грязь и проходят самые сложные местности, где обычная машина давно бы заглохла. Скорее всего, в этом эпизоде нам покажут много шоу, грязи, и, конечно, не обойдется все без крутых трюков. За Маккуином и Мэтром как раз стоит этот персонаж, но он уже весь грязный и в какой-то траве. Не думаю, что этот персонаж будет прям новым главным героем мультсериала, скорее всего, это просто второстепенный эпизодический персонаж в локации цирка. Кстати, там же на Amazon есть книжка с наклейками из сериала, и там представлен еще один новый персонаж. Мне кажется, это гид по всему аттракциону. Он кажется какой-то заучкой, и не думаю, что он будет играть большую роль в сериале. Мне кажется, он может появиться в локации как раз таки парка динозавров. Теперь, обсудив две обложки, давайте коснемся новой покраски Молнии Маккуина. Вы, наверное, видели, что его покраска изменилась, и на капоте теперь показана надпись Radiator Springs on the Road, хотя до этого у него была надпись Растези. Как мне кажется, новая покраска Маккуина может быть частью новых приключений именно под названием On the Road. Пока нам покажут 4 эпизода в сериале, но неизвестно, насколько долгим будет данный проект, поэтому возможно его покраска как намек, что нас ждут долгие приключения Маккуина. Опять же, если судить о каноничности сериала, неизвестно, почему у Маккуина нет синей покраски, которая была по стилю Дока, который нам показывали в Тачках 3. Но с другой стороны, о временном эпизоде у нас тоже нет никакой информации. Вдруг события развиваются до Тачек 3, это пока нам неизвестно. Насчет даты мультсериала я тут вам ничего не скажу. Не буду делать вид, что знаю, когда он выйдет. Еще при анонсе проекта нам озвучивали осень 2022 года, а это может быть как сентябрь, так и октябрь года. В ноябре не думаю, что будет выходить проект, так как там уже будет Черная Пантера Ваканда навеки. И не думаю, что Disney захочет мешать свои проекты, хотя все возможно. Примерно в этом регионе стоит ждать выход его на платформе Disney+. Кстати, как мы будем его смотреть, ума не приложу, ведь у нас нет Disney+. Ну да ладно. Я давно не делал такие длинные и наполненные информацией ролики о сериале. И все потому, что пока это все лишь догадки, слухи, вымыслы и так далее. Следующий выпуск на подобную тематику стоит от меня ждать лишь при тизере или трейлере сериала. Но вы долго меня просили, я обещал, и надеюсь, вам выпуск понравился. Если вам понравилось видео, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Также в комментариях можете написать, что именно вы ждете от сериала по тачкам и каким хотите вообще видеть проект. Также, ребята, у меня есть два канала. На
На одном выходит разбор кино и сериалов, а на другом я прохожу игры Диснея. Зайдите, гляньте, вдруг вам что-то понравится. Ну вот и все, с вами был Санчес, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и пока.